Приветствую вас, мои дорогие, мои любимые, мои солнышки. Сегодня у нас будет расклад. Вы знаете, вот пришла такая вот такая светлая, такая, вы знаете, вот я даже такой, вот только я словила энергию этого расклада, только взяла колоду. Посмотрите, какие я колоды взяла. Вот просто, ну куда можно взять светлее колоды? Во-первых, пришла вот эта колода, на которой я всего на канале, по-моему, пару раз делала расклад. Она сегодня пришла к нам, да. Это оракул сказок, невероятно красивая колода. И уже любимая магия, оракул «Магия сердец», моя любимая колода. Сегодня мы будем смотреть про вас, про вашу жизнь. И вот почему такое светлое, знаете, такое очень теплое, светлое состояние. Вот в вашей жизни начинается какая-то новая глава. Это даже не страница жизни, это какая-то глава. Давайте, наверное, начнем сначала с магии сердец. Сегодня у нас будет на раскладе 2 колоды. И почему-то у меня такая теплота к вам. Хочется, знаете, вот просто вас изнежить какими-то теплыми словами, даже вот не комплиментами, а какими-то вот теплыми словами. Хочется вас изнежить, окружить вас теплом. Ну вот тут сразу понимаете, тут потому что у вас, я же говорю, почему новая глава? Потому что у вас закрываются какие-то двери, понимаете? У вас однозначно сейчас идет и в прошлом, даже, понимаете, сейчас уже голова открывается. Это вот все, что мы сейчас будем говорить, вот эти вот карты, они о прошлом. То есть в прошлом у вас в отношениях была дисгармония, в жизни была дисгармония. И вообще вы по жизни, вам очень часто приходилось занимать, знаете, какую-то мужскую роль играть. Вы даже в себе могли отвечать вот эти вот качества, и они вам не очень нравятся. И вы как-то хотите подружить в себе лидерские качества и в то же время остаться женственной. Вот это однозначно о вас. Но вы это уже все, это, понимаете, все эти осознания, все эти переживания, они уже позади. То есть вы уже этот урок поняли, это прошли. Сейчас это, знаете, как больше как сигнификация идет, чтобы вы себя узнали, чтобы вы поняли, что этот расклад ваш. И для вас это действительно то, что уже было в прошлом. Вы уже знаете, вот какие-то вот, видите, здесь прям какие-то вот 3 могилки, и они все, знаете, о каком-то далеком прошлом. То есть есть какие-то 3 давних истории, 3 давних боли, 3 каких-то эпизода, которые вы могли, знаете, вот оставить уже позади, и у вас сейчас действительно, почему хочется к вам такое тепло? Потому что у вас, знаете, такое какое-то внутри вас тепло. Интересно, тут одна карта. Одна карта. Я же говорю, что вот у вас такое состояние, вы знаете, величественной королевы. И сразу же кот, кстати, пришел тереться, вот о нашу с вами энергию, понимаете? Как будто бы вот вы столько поняли, понимаете, вот столько поняли, почему сейчас у вас открывается новая глава, потому что вы как будто бы завершили сейчас все старые уроки осознания, кто-то отношения завершил, кто-то какой-то чувствует для себя, что вот он проходит какой-то урок, и он закрывает какую-то для себя страницу, понимаете? И вот мне идет, даже если вы пока находитесь еще в том месте, с тем человеком, возможно, в том пространстве, где вы еще сейчас находитесь, да, и вы говорите, вот, но глава, Ева, сейчас новая глава, я же нахожусь в том же месте, может быть, даже с тем же человеком или в тех же обстоятельствах, но штука в том, что окно уже полностью открыто, вы уже эти занавески отодвинули, вы уже смотрите вперед. Вы, может быть, туда еще не шагнули, но эта глава уже у вас открывается, новая жизнь. Потому что вы больше не хотите идти на компромиссы, прощать спускать с рук людям то, что, может быть, раньше вы спускали, а сейчас вы понимаете, что сразу же какие карты приходят, понимаете, на открывшуюся новую главу. Я же говорю, вот огрывается новая глава, и сзади какие-то, вот понимаете, вот слово почему-то ничтожное идет. Вот знаете, какие-то ничтожные вещи, которые вот для вас, если раньше это было, вот вы могли вот даже этого человека или ситуации, или какие-то обстоятельства, которые были в вашей жизни, вы могли их видеть равными себе. Это было как будто бы даже, как бы вас это делало счастливой, это было по уровню. То сейчас для вас это просто как будто бы какое-то ничтожное. То есть это не вашего уровня, не вашего порядка. Потому что вы как будто бы вот выросли над ситуацией, что ли, понимаете, вот такое идет. И для вас сейчас вот вы хотите, чтобы было не вот так вот, а вот так вот. И вы сейчас уже смотрите, понимаете, вот открылось это окно, и выпали 2 карты, понимаете. И вот в это окно вы видите уже, видите, здесь никто на коленях не стоит, никто не выше, не ниже. Это партнерство. И мужчина
просто дает женщине наслаждаться и расправить крылья, быть собой. И смотрите, как здесь интересно, именно такая вот семья, дуэт, союз мужчины и женщины, где они, смотрите, они одеты одинаково, и вот склонили голову одинаково, то есть у них одинаковый эмоциональное отношение к жизни, то, что они творят вместе, что бы то ни было. У них одинаковые ценности, одинаковое тепло, потому что у вас в прошлом было такое, что вы сейчас понимаете, что это было. Но это, понимаете, это потому, что вы очень быстро выросли, понимаете? Вы очень много что толерировали, прощали, на что-то закрывали глаза. То есть ситуация, отношения, оно было покосившимся, да? Каждый примеряйте на свое. У кого-то это касается отношений, у кого-то это касается. Ну, вообще, мне идет, в принципе, это всего касается. В целом, понимаете, вот это нельзя идет новая глава жизни. Это вообще вашей жизни касалось. То есть в жизни и в отношениях, и как будто бы в вашей судьбе это все было вместе связано. Как будто бы была такая покосившаяся ситуация, и вы все время этому, понимаете, вот соглашались с этим, понимаете, принимали как должно, хотя вам это не по душе было, понимаете, не по душе. Вы очень независимая, сильная девушка. Внутри вы настолько свободолюбивая, я бы так сказала. То есть у вас, знаете, вот это вот, вас невозможно покорить, вам невозможно продиктовать свои правила. У вас есть свое видение, у вас есть свои правила, вы очень независимая, вы умеете любить, вы открытый человек. Но вас, понимаете, вам нужна такая вот свобода. Вы хотите отношения и любовь свободные, где люди находятся не в зависимости, не в давлении, и где жизненные ситуации. Кстати, представляете, вот опять, она потому что в тени, на меня свет падает, я смотрю на себя на карту, и я сейчас поняла, что у меня же тут девушка. Как-то надо было даже карту, чтобы она ближе, а я сейчас поняла, что... Потому что здесь очень много разных скульптур в саду, и сейчас я обратила на нее внимание. Интересно. Класс. А я, карты смотрю сейчас, интересно, что там. Понимаете, вот вы такая вот женщина, вы очень сильная, независимая. У вас такая, вот знаете, вот, как сказать, такая вот воля внутри, что ли, есть. Я даже вот слово не могу подобрать правильное. У вас и отношение к людям, понимаете, вы вот к себе относитесь с уважением, и других людей вы уважаете. Вы вообще уважаете личные границы, свободу других людей. И вы это особенно начали уважать, потому что у вас, вот нам показывали, понимаете, в прошлом, вами жестко так манипулировали, понимаете. У вас были ситуации, здесь карта потеря, да, которая говорит о том, что в тех отношениях, в той жизни, в том прошлой главе вашей жизни для вас постоянно был удар. Вы постоянно чувствовали какое-то разрушение, какие-то переживания. У вас все время как будто бы сердце, понимаете, разрывалось. У вас разрывалось все время сердце. А как может раскрываться сердце и любить, и быть свободно, чувствовать себя счастливым, когда рядом все время играют на твоих чувствах, не могут, понимаете, вот, не могут понять, насколько ты чувствительный человек, а как вы близко все принимали к сердцу, понимаете? Вы очень близко все принимали к сердцу. Да, ну вот видите, вот так вот. Вот такая вот карта выходит. И она выходит, в общем-то, на ту вашу прошлую главу. Я же говорю, что вы как будто бы даже немножко были одурманены, вы до конца не очень понимали вообще, где вы находитесь, с кем вы находитесь, и что на самом деле то, в какой ситуации вы находитесь, что это вас губит, понимаете? Вы на самом деле только впоследствии поняли, что это было разрушительно и губительно для вас, понимаете? Вот как человек, там, не знаю, алкоголик, он пьет, он думает, что он себе в данный момент облегчает, да, но на самом деле он себе усугубляет ситуацию и не решает свою проблему, да, бежит от нее. Так вот, и у вас тоже было такое ощущение в прошлой жизни, в прошлой главе вашей жизни, понимаете? Здесь у нас религия идет карта, и в данном она раскладе, понимаете, говорит о том, что вы абсолютно... Вот я же говорю, вот то старое, вот прошлая глава вашей жизни, о которой мы сейчас говорим, вы сейчас себя по ней можете узнать, вы однозначно там пересмотрели, вы поняли, знаете, вот раньше вы понимали, есть белое, есть черное, есть добро, есть зло, есть так, да? Но вот тот эпизод, та прошлая глава вашей жизни, она была ключевой. Вы в ней вообще раскусили всю жизнь, вы вообще поняли все про себя, про людей, про то, как бывает, про добро, про зло. То есть вы вообще разобрались с очень многими вещами. И если вы сейчас посмотрите до вот этой прошлой главы, вы поймете, что вы были просто, знаете, как слепой котенок. То сейчас вы
очень многие вещи поняли. У вас прозрение, ясность появилась. Что сегодня колода, так знаете, вот она, интересно. Интересно, снова эта карта не дала мне перемешать. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам расскажу. Ну вот у вас, понимаете, у вас была такая ситуация, когда вас судьба свела, и это было, понимаете, это было по судьбе. Вам нужно было, знаете, перестрадать. И здесь, видите, вот она сидит. Здесь там у нас что? Дева Мария, она сидит под иконой, понимаете? Она сидит под иконой. И вот вы, правда, очень многие вещи, это был судьбоносный период, понимаете? Вот вы думаете, это я совершила какую-то ошибку, вы даже себя не можете немножечко ругать. Но на самом деле вы сейчас уже понимаете, что это была не ошибка, понимаете? Это вот в прошлом карта просто расшифровала больше, да? Они поэтому сейчас вышли мне. Вы думали, что это ваша, знаете, ошибка, вы неправильно сделали выбор, вы неправильно себя вели, какая-то ваша вина, где-то что-то с мужчиной было не так. Но сейчас вы четко понимаете, вы поняли, что это такой, знаете, момент благословения. Это, знаете, подарок Бога, что вы пережили эти ситуации, потому что вы стали совершенно другим человеком. У вас обновилась вообще ваша система ценностей, ваша вера, ваше понимание и вообще даже, знаете, ваша связь с Богом. То есть у вас, с вашим внутренним «я», с божественными энергиями у вас все, знаете, как будто бы вот все восстановилось. Но понимаете, вот эта карта, вот она очень интересная здесь такая. Смотрите, какая карта. Ну вот тут она, понимаете, говорит, что и не просто так еще. Вас действительно судьба вела, но, видите, вы еще не пришли, вы еще не пришли, вы еще не встретились. То есть подготовка и вообще вся прошлая глава вашей жизни была, знаете, таким вот, здесь карта была, называлась она «Ожидание», да, и «Религия». То есть это было, знаете, вот как будто бы такая вот школа жизни, я бы так сказала. Школа жизни, потому что вас ведут по судьбе к определенной встрече, к определенным обстоятельствам. То есть вас и этого мужчину, да, ведут друг к другу. Класс. Я просто сейчас вот смотрю, вот эта вот женщина здесь так стоит, понимаете, и эта карта. И эта рука, вот знаете, она как будто бы ее рука. То есть вы, я же говорю, вот это вот вы прям в ожидании, понимаете, это поза такая ожидания. То есть вы замерли, вы сейчас так это пропускаете энергии. У вас, понимаете, вот это старая. Кстати, вот я первый раз, я сколько знаю эту карту выгода, да, я первый раз обратила, она такая здесь пентакли, вы посмотрите, вот вы оставались в тех отношениях или в том вообще, в тех обстоятельствах, вам было плохо, но вам было выгодно, понимаете, вам было выгодно. И это ни плохо, ни хорошо. Вы брали из той ситуации все, что вам нужно, понимаете. Вы понимали, что вы идете к своим целям. И вот в той главе, которая у вас закрылась, у вас был очень важный этап вашей жизни. Он просто даже, знаете, самый главный. Он решающий. Не зря выходила вот карта религия. Это самый решающий такой был момент в вашей жизни. Сейчас что-то меня уже, кстати, зовет эта колода, потому что, видите, про новую главу. Я теперь поняла, почему две колоды, потому что эта колода про вашу прошлую главу. Сейчас мы будем смотреть, что нам скажет вторая колода. Да, давайте смотреть вторую колоду. Она меня вот прям уже все не дает мне покоя. Давайте смотреть ее. На ней будем смотреть, продолжать новую главу вашей жизни. Что она открывает вам, почему она открывается, что это значит, к чему это все ведет. Какие сценарии, потому что здесь очень классная эта колода, она сказок. Голубая борода, face your shadow. Посмотрите. Вот видите, то, что мы с вами и говорили, что вы посмотрели в глаза. То, что я хотела сейчас, знаете, вот я хотела, чтобы эта колода перевела новую главу вашей жизни, понимаете? Старую главу вашей жизни в новую главу. И тут же выходит эта карта, понимаете? Вы настолько вас проучили. Эти вот уроки судьбы, они, знаете, были такими для вас. Вот слово не проучили, а научили, извиняюсь. Вас научили эти уроки так хорошо, понимаете? Вы настолько болезненно это все переживали, настолько болезненно, сильно было, настолько больно, настолько это было для вас показалось каким-то несправедливым, понимаете, что вы на самом деле через те отношения увидели все темные стороны себя, понимаете, потому что наши партнеры это всегда отражение нас. Ситуации, в которые мы попадаем, это всегда отражение нас, это наши тени. Так вот вы увидели свою тень, и вы с этой тенью, понимаете, справились, вы поняли, что вам нужно идти к свету.
Здесь у нас русалочка, и она говорит, что слушай свое подсознание, понимаете? Вот однозначно, посмотрите. Ну вот понимаете, почему я взяла эту колоду, девочки? Ну вот вы посмотрите на это. Вот это абсолютно сегодня эта колода была для этого. Это вообще, конечно. А я думаю, давно я так, представляете, сколько уже, наверное, кто смотрит давно мой канал, наверное, месяца 2, да, я купила эту колоду новая, я вам показала, и вот, ну, она просто такая большая, посмотрите, сколько она места занимает, ее так это с собой не поносишь. Вы посмотрите, вот и у вас абсолютно, понимаете, почему здесь обнажена грудь, и у нее, и там, понимаете, здесь не просто так, потому что вы открыли свое как бы сердце, вы открыли себя, вы настолько сейчас открыты новому. Почему у вас открывается новая глава? Потому что вы к ней готовы. Вы уже старое все прошли, вы все закрыли, вы все увидели свои тени, вы с ними со всеми познакомились, понимаете? И теперь вас тени не пугают, вас ничего не пугает, вас никакая глубина не пугает. Вы потому что увидели себя. Понимаете, вы увидели свою истинную натуру, себя обнаженной, скажем так, понимаете, все свои слабости, все свои сильные стороны. Раньше вы их не знали. Вы не знали свои слабости. Вы не знали. А теперь вы знаете, понимаете? Да, ну такая, знаете, такой вот духовный такой катарсис. Посмотрите, вот здесь карта так называется. И здесь это Рапунцель. И посмотрите, как она классно здесь. В этой вот башне, вы видите, я не знаю, карта фокусируется сегодня или нет, вы действительно были как в заточении там, понимаете, вас специально посадили в такие обстоятельства, в которых вы не можете выбраться, чтобы вы сделали свой, знаете, такой вот процесс обновления, вот. Потому что, чтобы вы смогли войти в новую главу счастья, вот такого, да, партнерства, единения, гармонии, которые вот выходили на колоде, да, у нас магия сердец, для этого Crossroads, понимаете, я же говорю, choose your way. Для этого вам нужно было пройти определенный путь, какие-то перекрестки, выборы, какие-то сложные пути, понимаете, и вы уже сейчас их прошли. Сейчас вообще, вот понимаете, мы говорим о новой главе, какая она, но почему-то большую часть расклада занимает то, мне идет из потока, то, что с вами происходило, потому что вам как будто бы, знаете, нужно, знаете, почему-то слово, что себе памятник поставить, понимаете? Вот себе памятник нужно поставить, в каком-то смысле аллегорично, что себя поблагодарить и заметить, что вы проделали какую работу, потому что вы больше акцентируетесь, что я пережила, а не на какой-то такой немножко из жертвенной позиции, нежели из позиции, понимаете, такой победы и мудрости, с кем вы столкнулись, через что вы прошли, и на самом деле что вы уже, понимаете, choose your way, вы уже выбрали этот путь. Вы могли на этих перекрестках судьбы свернуть не туда, но вы выбрали себя настоящую, вы выбрали настоящую жизнь, понимаете? И сразу же выходит карта, вот смотрите, регенерация, огонь, пламя. И посмотрите, здесь вот лебеди, какая девушка, понимаете, вот она, у нее все старое сгорает, понимаете, все старое сгорает. Полное очищение. Тут огонь жизни, огонь в том числе вашего сердца, понимаете, потому что у вас сердце зажглось. И у вас вот все время вот идет, видите, партнерство лебединое, которая колода идет на то, что это, понимаете, такая вот лебединая любовь, лебединая верность. То есть люди встречаются, которые очень, очень хорошо понимают, что такое партнерство, что такое близость. Вот. И у вас сейчас эта глава, вы, понимаете, вы стояли перед окном. Почему? Почему весь расклад, большая часть расклада, уже почти сколько, 20 минут я говорю о том прошлом, потому что, видите, вы пока стоите в той комнате, окно открыто, вы уже видите эту перспективу, вы знаете, куда вы идете, вы уже выбрали свой путь, понимаете, по прошлой карте. Но у вас сейчас регенерация, у вас восстановление, у вас сейчас перестройка, понимаете, перестройка, как бы наполнение себя, корректировка, понимаете. Но то, что у вас эта новая глава уже открылась, понимаете, и вы уже этот плод, как бы, понимаете, вот практически вы уже его вкушаете, но теперь, понимаете, вас невозможно отравить никаким плодом, потому что вы прошли очень-очень-очень большой, понимаете, очень большой такой путь воина, вы очень много что поняли. Вы очень много, ясность у вас появилась, четкость. У вас, понимаете, у вас новая глава открывается, где у вас нету борьбы и боли, понимаете, нету сопротивления, нету конфликта, потому что вы уже вне конфликта, вы уже вышли из этого, понимаете? Снова эта карта выходит.
снова эта карта выходит, значит, что-то мы еще про нее сейчас посмотрим. Колоду сейчас перемешаю. Знаете, смотрите, какие огромные карты. Вы посмотрите, какие они гигантские. Их и мешать сложно. Ну, понимаете, вот сразу карта Солнца вышла, да, поэтому она не хотела. Я же говорю, потому что у вас сейчас вот это вот пламя любви вас сгорает. Вы посмотрите, какая прекрасная карта. Да, сияй, русалочка, солнце, понимаете? Вот она находит, обретает свою любовь. И какая здесь любовь, понимаете? Вот они как вот тут два дельфинчика. Я же говорю, вот это вы насмотрелись, начувствовались совершенно разных каких-то, неравных, когда были от вас зависимы, когда вы были зависимы. Но у вас сейчас вот эта новая глава вашей жизни, это какое-то ощущение чистоты и какого-то достоинства и какого-то абсолютно, я понимаю, что вот в моей жизни то, чего я достойна. Не я к этому тянусь, не это меня ситуация чему-то учит, понимаете? Я прохожу какие-то свои кармические родовые сценарии, да, и я как бы постоянно на них учусь, понимаете? Вы сейчас уже доучились, у вас последние. Там стояла девушка в окне, там ее за юбку этот мужчина тянет, последний, понимаете? Последний у вас идут какие-то осознания, последние какие-то дочистки энергии, последние какие-то обстоятельства, то есть какие-то люди выходят из вашей жизни. Какие-то, знаете, вот еще такой момент идет, как будто бы вы даже, может быть, кто-то собирается куда-то уезжать, переезжать, понимаете, но вы пока еще раздумываете туда или туда. Давайте посмотрим теперь, что ждет в этой самой новой главе вас, что же там открывается. Ой, так интересно. Сейчас посмотрим это на второй тоже колоде, на магии сердец. Что же там вас ждет в новой главе? Что ждет вас в новой главе, мои дорогие? Давайте смотреть. Новая глава вашей жизни. Как хорошо мешается сразу колода. Что вас ждет? Вас ждет невероятные, понимаете, приключения в этом мире. Понимаете, почему вот здесь выходит Dark Forest? Я только, вот знаете, сегодня... У меня была консультация, и мы только сегодня говорили, что сейчас такие вызовы, почему сейчас так непросто очень многим людям светлым живется, потому что оставаться в темные времена и соприкасаясь с темнотой, продолжать держать этот свет, это не так просто, понимаете? Но у вас есть уже эта инициация в эту силу. И вам, какие бы темные леса вы ни проходили, чтобы вы, посмотрите, какая красивая карта, понимаете, что бы вокруг не окружало, у вас есть ваша сила, понимаете, такое вот древо жизни, и ваш род, и ваши собственные наработки, понимаете, и вы уже идете за ручку. Видите, вот какой огромный мир, какой невероятный мир, и вы там вдвоем идете. Хансель и Гретель, понимаете, темный лес. Такой огромный путь, понимаете, у вас новая глава, вы думаете, что это какое-то завершение. На самом деле новая глава – это какой-то огромный путь у вас впереди. Сколько бы вам ни было лет, вы можете сказать, там, мне 40, или там, мне 50, мне 60. Кто-то у меня девочки даже писал, что мне 75 в комментариях, да, но я все еще как бы иду к своему счастью. И это правильно, понимаете. Кстати, я смотрела, оказывается, у меня и мужчины есть на моих раскладах. Дорогие мужчины, дайте знак в комментариях, потому что с девушками, с моими я уже всеми знакома. Мне очень приятно, что и мужчины смотрят расклады. Вы можете перекладывать все, что я говорю, на себя. Лебедь, дикий лебедь, креативное вдохновение. Ну, понимаете, вот это, знаете, такая жизнь начинается, такая светлая, классная жизнь, когда вы не от чего-то, не защищаясь, не избегаете от чего-то, а вы живете в таком свободном творчестве. И, кстати, интересно, у нас же на моем втором канале выходили недавно расклады, да, там и про Диану, и про Бетховена, про Эйнштейна, про людей таких, знаете, очень светлых. Вы обязательно их посмотрите. Жарковато становится. Видите, вот только начинала расклад, было еще ничего, сейчас уже все припекает. Вот, и вот у вас начинается очень такая светлая глава. И опять, видите, лебедь выходит. Опять вот здесь вы, ваш партнер, понимаете, такая вот очень, очень теплая, светлая энергия любви. И понимаете, почему здесь вот такая тафа, почему я сказала про канал, тот про музыкантов, Земфира там у меня была, да, то есть это абсолютный творческий процесс. Для вас ваша жизнь, ваша любовь, отношения с партнером и вообще вся ваша новая глава, вот она абсолютно, вот эта карта об этом, понимаете? Она о чистоте и свете. Вы смотрите, какая светлая. И вы там, помните, выходила карта, да, темный лес. И вы идете по темному лесу, но вы идете по темному лесу, что тут выходит?
Вы идете по темному лесу, понимаете, но у вас человек ваш, это же Золушка у нас, да? Да, она ждала своего часа. Я говорю, что это вот время, этот час готовился. Ваша новая глава жизни– это очень увлекательный, длинный путь, в котором вы уже будете творить и жить в свободном творчестве, понимаете? Почему я про музыкантов сказала? Потому что это у них как бесконечный процесс. Они все время вот этим вот жили, понимаете? А у вас вы перестанете жить в борьбе, в каких-то выяснениях, в манипуляциях. У вас выходит, и не только с мужчинами, вообще, в принципе, сама по себе. Вы перестанете, вы не источаете уже такие энергии, понимаете? У вас уже... вы вдохновляетесь творчеством, вы вдохновляетесь божественной творческой энергией, светом. Это очень интересный путь, понимаете? Новый для вас. Понимаете, вот новый путь, вы летите вперед. Да. Ну и самое главное, что выходила карта, видите? Time flies. Ну, видите, она намекает на то, что вот эта новая глава не за горами, она очень рядом. Это ваша глава очень-очень рядом. То есть вы прям вот совсем рядышком с ней. Где там была эта карта, хочу их рядышком поставить. И посмотрите, какая красота. Вот так вот даже. То есть вы входите в состояние абсолютной гармонии, понимаете? Партнер, который вас обволакивает буквально своим светом, и вы обволакиваете его светом. И то, что вы так долго ждали, то, что вы сейчас еще пока ждете, вы пока стоите, понимаете, у окна, вы пока только выглядываете в это свое светлое будущее, но ваш час пробьет. Золушка тоже очень долго ждала своего момента. Она даже не ждала, понимаете? Она не ждала, она просто как бы, она верила, она мечтала, она наслаждалась жизнью, она жила, извините, я так переминаюсь, очень эти стулья такие, знаете, колючие, неудобные. Забыла подушечку взять, потому что знаю, что здесь неудобно. В общем, вот это, видите, тоже вот это, кстати, я сейчас, что это вдруг я вообще об этом сказала? Что за неподобство, понимаете? Почему я об этом сказала? Потому что вот у вас сейчас вот это ожидание, вы уже там мнетесь, вам неудобно, вы устали ждать, понимаете? Вот вы уже устали ждать. Так вот там говорят, вспомните Золушку, перестаньте ныть, перестаньте как-то, знаете, на долю свою жаловаться и на судьбу. Вспомните, что она трудилась, сделала свое дело, знаете, говорится, делай, что должно, и будь, что будет, понимаете? Вот это абсолютно фраза о вас. Так что вот у вас сейчас, посмотрите, ну вот, видите, здесь на этой колоде, именно колода эта попросилась, мужчина, видите, такой темный, светлая. То есть даже если вы будете разные, если у вас разный менталитет, если это иностранец или просто человек, сейчас вообще так люди разбросаны по миру, уже не важно, ты иностранец или нет, но это человек каким-то, понимаешь, у него может быть другой менталитет, но это будет ваш человек, понимаете? Потому что он может быть из другого пространства, из другой вообще страны, из другого вообще мира, но этот человек будет ваш по нутру, понимаете? Даже в «Золушке» он же был кем? Королем, а она была кем? Прислужницей, понимаете? Поэтому, по сути, в своем собственном доме, да, нужно понимать, что она не просто была служанка, она была поставлена в такие обстоятельства. Это, кстати, очень хорошо похоже на вашу историю, которая у вас была. Такой, вы немножко в зависимости были, хотя вроде как бы могли бы чувствовать себя там достаточно хорошо, но оказались таким заложником. Так вот, вот эта карта говорит о том, что у вас вот в этой новой главе, видите, как они смотрят, глаза в глаза, очень такое, знаете, глубокое равенство с жизнью, с партнером, с этим человеком у вас будет. Такой сегодня, знаете, расклад, в котором хочется просто вот у вас сейчас такое состояние, вы входите, вот эта новая глава, понимаете, где не нужно лишних слов, где я просто чувствую, где я вот, понимаете, вот эта карта очень хорошо сегодня говорит о вашем состоянии, в которое вы входите, и то состояние, в котором вы будете жить в новой главе. Понимаете, какие бы там темный лес, как вот вы там входили в темный лес. Вот, она сразу только про нее сказала, понимаете, она сразу вышла. Какой бы темный лес вы там не входили, в какие ситуации вы там, понимаете, поскольку это уже зрелые, очень выстроенные, очень такие спокойные, понимаете, вас уже эта вся смута, она не пугает, вы настолько этот свет внутри уже себя несете, вы настолько спокойны, вы настолько все поняли, что вы не реагируете вообще ни на что, не понимаете, никакие вызовы, вас уже не задеть, понимаете, у вас этот свет сильнее, у вас этот свет сильнее. Трэшолд, понимаете? Ну вот это на пороге, вот вы на пороге уже, понимаете? Вы уже на пороге этих событий. Я же говорю, новая глава открывается. Это новое, вы пока еще не знали, вы так еще не жили. Вы только смотрите, вы только заглядываете одним глазком, понимаете? Но вы пока даже не понимаете, что это за жизнь, потому что, а как можно знать, если это новое? Понимаете, вам это даже не с чем сравнить. И мне почему-то сейчас идет, что вы Glass Coffin. Вот вы посмотрите на себя, вспомните себя, там, не знаю, там 10, 20, сколько лет назад, у каждого эта глава длилась в прошлое разное время, у кого-то год, 2, 5, неважно.
Но посмотрите себя до этой прошлой главы вашей книги жизни, понимаете? И вы поймете, какая вы сейчас, понимаете, уже расслаблена, такая женственная. Ну, посмотрите, боже, какая карта. Ну, посмотрите, вот такая вот любовь идет в вашей жизни, понимаете, поцелуй. Integration, понимаете, вот это, ой, какое классное слово, такая интеграция в друг друга у вас, понимаете, у вас интеграция в новую жизнь, где есть свет, любовь. Ну, посмотрите, какая красота. Вау. Какая красивая карта. Она, кстати, по-моему, нам не выходила еще на этой колоде. Смотрите, какая она прекрасная. Просто вот такая нежнейшая. Я же говорю, вот это такая вот светлая, нежнейшая любовь. Я сегодня так вот в белом, понимаете, такое состояние, такое бархатистое, такое теплое, такое обволакивающее, понимаете, состояние. Вы его понимаете, вот это состояние, которое у вас, вы сейчас можете словить его из этого расклада, это ваша новая глава вашей жизни, она вся будет в этом состоянии, понимаете? Там уже не будет той темноты, тех страхов, тех сомнений, той боли, которую вызвала. Потому что эта вся карта, вы посмотрите, она пронизана вся болью, понимаете? Вы просто вот у вас как бы ребёрс, здесь эта карта, понимаете, вы тогда просто вот вас вот до перерождения шло, понимаете, вот это вас все корёжило там. То здесь абсолютно уже гармония и свет, понимаете? Вы уже здесь бабочка, вы уже переродились, это очень светлое состояние. Ваша новая глава жизни, понимаете, это такое чудо, это такое благословение, такой свет, такая теплота, в которой вы живете каждый день, и вас такие люди окружают, понимаете? Опять, видите, интересно, выходит Золушка, выходит Золушка. Посмотрите, какие карты выходят. И все они, не, это Beauty and the Beast, кстати, вышла. Здесь Snow White. Не, все разные сказки. Посмотрите, здесь все абсолютно разные истории, понимаете? Вот это то, что я сейчас подтверждение говорю. Я говорю, что раньше вот вы видели в зеркалах других людей, и вас окружали люди, которые вообще уже все, вот для вас это уже, я же говорю, как ничтожество. Раньше это были ваши партнеры, ваши друзья, ваши любимые друзья, а для вас это уже вообще абсолютно вот слово ничтожество плохо, неправильно его подбираю. Ну, как слово не могу подобрать, какое-то что-то, что вам не нравится, то есть это, вот видите, не могу слова найти. Ну, в общем, понимаете, вот что-то очень такое недостойное, что-то очень уже такое, понимаете, вот не ваше. И здесь вы раньше в этих кривых зеркалах узнавали себя, и вы много что поняли про жизнь. Понимаете, это огромный труд. Золушка, видите, опять выходит. Вы очень много что поняли. Вот не зря выходит эта карта, понимаете? И вот вам пока еще нужно трудиться, нам показывать, потому что уже очень рядом красавица и чудовище. Очень скоро рядом, понимаете? Вот тоже, кстати, выходит красавица и чудовище. Только что выходила Золушка, пробил час, понимаете, где это был момент, человек, может быть, какой-то другой на первый взгляд. Вы сейчас уже начнете воспринимать не глазами, а внутренним сердцем, потому что вы настолько светлая, вы примагничиваете этот свет, понимаете? Вы даже не можете примагнитить уже теперь ни свет, то есть, потому что вы теперь настолько полны светом, настолько вы вот потрудились, что вам постоянство, Magic Ring, понимаете? Смотрите, какая хорошая карта. Вот. Смотрите, вот такой букет, подарок жизни, постоянство, стабильность, где ты пообещал человеку, он тебе пообещал, и вы держите это такое слово, понимаете? Это уже такой выбор любви, выбор света, выбор быть другой, выбирать человека, который тебе, как сказать, который такой же, как ты, понимаете? Ведь можно увидеть в другом человеке только то, что есть в тебе. И раньше вы видели в других людях очень много разного, чего вам и не хотелось бы видеть, но оно было в вас. А сейчас вы как Золушка, понимаете, вычистили всю эту сажу, вы очень много вещей поняли про себя, про жизнь, понимаете, про Бога. Вообще про то, что такое любовь, как строить отношения, как жить, какие ценности, понимаете? И сейчас для вас уже совершенно другие. Для вас любовь и вообще жизнь, вкус жизни вообще заиграл новыми красками. Так. Don't be afraid of your wild side. Вот, видите, то, что я сказала. То есть у вас вот эта дикая стать, вы понимаете, не бойтесь ее. И у вас, видите, почему это сейчас говорят еще? Последняя карта вышла на это. Потому что вы же еще пока в той комнате стоите, вам еще есть какие-то... Не бойся всех этих темных сторон. Взгляни им в лицо, всем своим страхом, всем своим темным сторонам. Это поможет тебе пройти быстрее по своему пути. Боже, какой сегодня классный расклад. Кто-то мне писал в комментариях: Ева, ваши расклады это больше, чем расклад Таро, вы как наставник. Ну, не знаю, так получается, как-то вот оно так идет, понимаете, такой поток идет, и я как-то вот как я его перевожу, так я его перевожу, вот.
Так я вот перевожу. С детства как-то получалось, как-то все время шло к тому, чтобы передавать знания, делиться им. И в профессии в своей тоже я очень много молодых дизайнерам дала каких-то своих навыков, каких-то своих, какой-то своей личной школы тоже. И, ну, уж про консультации давно не будем говорить. Ну, мне это льстит. Я, в общем, к тому, что благодарю вас за такие комментарии, за то, что вы отмечаете такие вещи, за то, что вам эти расклады, вы из них можете брать очень многое, я надеюсь. Вот. Так, давайте, почему-то карта вышла примирения. Ну, в общем, это заключение, понимаете? Заключение к тому, что да, вы очень хорошо примирились уже с той жизнью. А что выпрыгивает? Это колода, понимаете? Ну, конечно же, она... Боже, девочки, ну вот вы... Карты, которые выпрыгнули. Ну, вы посмотрите. Ну, вот что я могу здесь добавить? Ну, вы смотрите. Вот хотела на этой колоде посмотреть вот эту вот вашу новую главу, понимаете? Здесь уже нету ни повешенных, ни манипуляций, никаких выгод, понимаете? Чистая, светлая любовь. Как я люблю эту карту на этой колоде. И мужчина, помните, вы выходили, такая женщина свободная, сидящая на камне? Вот и мужчина такой же, посмотрите, он такой же свободный, такой же раскованный, уже чувствует себя хозяином жизни, понимаете? Он уже спокойно, расслабленно, он может пойти туда, понимаете? Вот он стоит посреди поля, я могу пойти туда, могу пойти туда. Меня ничего не сдерживает, я выбираю, выбор за мной. Вот это вот такая вот свобода, понимаете? И человек выбирает, с кем ему быть. И если этот человек выбирает, если вы выбираете, только, то это по правде, то это по честности, то это по, как, знаете, такая вот лебединая верность, это договор. Мы договариваемся, мы скрепляем нашу договоренность любовью, понимаете, не выгодой, не какими-то комплексами, независимостями. Наш союз, он скреплен любовью. Девочки, опять эта карта выходит. Ну, боже, ну какой хороший. Говорю, вот эта вот глава сегодня такое светлое такое состояние идет. Я вам даже не могу передать из потока, что идет. Какое-то благоговение, благословение на вас идет, понимаете? Но вы пока еще, видите, в той комнате находитесь. Кто-то уже делает эти шаги, а кто-то доживает какие-то еще моменты, понимаете? И у вас сейчас еще пока идет какая-то борьба. Вы что-то еще наблюдаете, какие-то моменты, понимаете? Вы уже даже, может быть, и не включаетесь в какую-то борьбу, в какие-то сопротивления, в какие-то ссоры, склоки, в какие-то тяжелые ситуации. Но вы пока еще вы пока еще их свидетель, я бы так сказала, понимаете? Что, чего бы это ни касалось. О, интересно, никогда не выходила эта карта на этой колоде, кстати говоря. Враг. Посмотрите. Потому что рядом с вами есть еще враг, понимаете? Вы думаете, что это ваша семья, но на самом деле место, где вы находитесь, извиняюсь, карты падают, понимаете, вы думаете, что вот сейчас, где вы находитесь, это ваше родное место. Опять видите окно? Видите, вот это окно. Вы иногда, кстати говоря, думаете, еще сомневаетесь, идти ли в новую жизнь, шагать ли в новое, понимаете, у вас есть сомнения. Но нам показывают, понимаете, на самом деле у вас рядом есть какой-то человек, который, по сути, вам не друг, а враг, понимаете? И вы, когда предаете себя, тоже становитесь себе этим врагом. Поэтому вас, понимаете, вам и говорят, что вот выбор этой новой главы, этого пути, это абсолютно твой выбор, твоя мечта, это то, что ты решишь. Если ты решишь, то ты в нее пойдешь. Но вы в нее уже все равно смотрите, понимаете? Этот расклад говорит о том, что вы эти энергии уже их чувствуете на вкус, они у вас уже обволакивают, понимаете? Хотя, я же говорю, очень многие, кто смотрит сейчас расклад, даже сегодня вы могли, или вчера вы могли плакать о том, как несправедлива жизнь, как меня обидели, какие люди, как поступили и так далее. Вот у вас такое было состояние. И вам даже не верится, вот эта новая глава, наступит ли она уже когда-то, понимаете? Наступит ли она уже когда-то. Ну, какое-то манипулирование рядом с вами однозначно есть. И вы на эти манипуляции, понимаете, уже не хотите поддаваться. Если вы раньше были частью этой игры, что там выпрыгивает, понимаете, это трясина, вот подтверждение, понимаете, карты всегда со мной говорят. Если вами могли манипулировать, там, ухожу, не ухожу, я с тобой, не с тобой, понимаете, вы могли все время вот это быть в таком состоянии, чувствовать себя там то брошенной, то обиженной, понимаете, растоптанной. И вот вы в этой трясине жили. А сейчас даже не вот эти карты уже не хочется, понимаете, потому что они как совет. Они как совет, понимаете, потому что вы становитесь совершенно новой девушкой. Вы смотрите, какая вот эта вот абсолютная энергия, такая, знаете, сияющая. Ой, смотрите, как классно. Вот у меня сегодня я не укладывала волосы, просто это с утра
Это вот не было времени, вот просто вот они вот и сохли, пока я это жила утреннюю жизнь, дела. Вот, и вот такая вот у нее тоже, видите, вот волосы вот очень хорошо показывают, потому что волосы показывают характер в этот момент, состояние души, понимаете? Вот она такая уже свободная, раскованная. Вот у вас такое состояние сейчас, понимаете? И что там рядом вторая карта выходила, понимаете? Потому что вы и сами свою ценность поймете, и мужчина тоже. Боже, девочки, ну какой расклад? Давайте последнюю карту вам совета. И все. Вот такой длинный получился расклад. Что-то я как-то, видите, такая энергия классная. Вот новая глава очень у вас такая светлая, понимаете? Совет вам. Сваха, подкаблучник, фундамент. Вот такая вот карта, понимаете? Выходит совет вам. Принимайте, понимаете, вас как-то сведут, понимаете, с этим человеком. Вас судьба сведет. Дайте обстоятельствам, жизни, людям. Возможно, вас кто-то познакомит с новым мужчиной. Вот. И мужчина, понимаете, будет у ваших ног. Вы заложите абсолютно новый фундамент жизни. Ну что тут добавить-то, понимаете? То есть вас ведет. То есть или с каких-то, похоже, через каких-то третьих лиц вас познакомят, или что-то, что вас, понимаете, будет что-то такое очень значимое, что вас сведет друг с другом. Поэтому вам только говорят, понимаете, вот как сказать, сваха же как? Она же не просто там, ты ж как это, грубо говоря, она же не там за своей спиной ты не сделал, значит, ты сам должен пожелать, ты должен быть активным, ты должен кому-то об этом сообщить, миру об этом сообщить. Неважно как, ну то есть вы должны в этот мир как-то, понимаете, проявить это свое желание, заявить, быть такой активной позиции, понимаете? Вот. Ну, понимаете, вот тут опять выходит эта карта. Вот женщина, понимаете, будьте, живите, наслаждайтесь. Сейчас у вас такой момент, будете вот так вот волосы, вот это распустите свои косы, понимаете, свободу дайте, вот это прям, свободу себе и делайте то, что вам по душе. И тогда, понимаете, оно все придет. Вот эта новая глава у вас уже, понимаете, безоблачное небо у вас совсем рядом. Дорогие мои, прекрасный расклад. Пишите, что вам срезонировало. Жду вас в своем закрытом телеграм-канале. Это прекрасная возможность получать какую-то дополнительную пользу от меня. Прекрасная возможность поддержать меня за мой труд и за мои расклады, которые я здесь делаю для вас. Вот. Также вы можете стать спонсором канала. Там совершенно, знаете, такая очень символическая поддержка. Есть разные уровни. Если вам нравятся мои расклады, вы хотите стать постоянным спонсором моего канала и поддерживать меня, тоже вы знаете, есть кнопочка Thanks, пишите комментарии, чтобы я чувствовала, что между нами есть связь, что вам откликается. Ну и подписывайтесь, если вы хотите увидеться снова, чтобы не потеряться в ленте. Увидимся на новых раскладах, пишите темы, которые вам интересны. Ну и если у вас есть какие-то темы, которые вас волнуют, с которыми вы не можете справиться сама, то жду вас на личной консультации, с удовольствием вам помогу.